Всем доброй ночи. Дорогие друзья, ведьмы – это не просто женщины, которые приходят в этот мир для того, чтобы кому-то помочь, кого-то приворожить, кому-то помочь, кого-то наказать, кому-то помочь выиграть суд и так далее, и так далее. Не только для этого они существуют на земле, чтобы только удовлетворять, скажем так, бытовые потребности населения. Ведьма приходит в этот мир еще, чтобы учить людей, как правильно жить. Потому что то есть кто еще, если не ведьма, будет указывать дорогу, правильный путь человеку, потому что люди, которые видят больше, чем обычные люди, им, наверное, где-то виднее и где-то они правильнее себя ставят в этой жизни, да, в этом мире, во Вселенной. И, естественно, тому же учат и вас. Нервирует меня эта свеча. Вы знаете, я уже говорила об этом, что я стараюсь мало говорить о порчах, потому что те симптомы порч, которые я объясняю, эти симптомы находятся у людей. Действительно так и есть. И люди даже сами узнают себя в этом. И я понимаю, что мало того, что мне столько своровано, взято с меня, с моих работ, что люди, которые в панике, услышав, увидев мои ролики, да, узнают себя, свою участь, свою жизнь, они бегут к этим могуйкам и говорят: ой, вы знаете, там, вот у Хусроевой мы посмотрели вот такой ролик, и я вот узнала себя, вот у меня то же самое, посмотрите, пожалуйста, Пуся. И естественно, что люди, которые далеки от магии, далеки от всего, тут же подтверждают, что да, так и есть, вы правы, и выдвигают какие-то определенные условия. Кроме всего прочего, люди, которые ничего не мыслят в магии, но почему-то себя позиционируют как знатоки магии, да, очень много узнают у меня из моих работ. Хотя меня же и облаивают, но в любом случае они становятся более грамотные, именно узнавая у меня. Очень смешно иногда, когда люди пытаются имитировать меня, когда люди пытаются подражать мне, как одна буренка там говорила своим хонором. Вот что такое порча? Решила она снять двухминутное видео. Вот есть такая оболочка, вот вы не видите, а я вижу. Вот эту оболочку пробивают. Было очень смешно это лицезреть, потому что это моя лекция «Порча», все о порчах. И я там объясняю, как это все происходит. Но поскольку у них нет мозгов, чтобы суметь хотя бы эту информацию, взятую у меня, скажем так, переварить, да, пропустить через себя и как-то своими знаниями подкрепить. Они напрямую, вот как услышали, пытаются показать себя знатоками. Но это нереально, невозможно, потому что не твое, оно у тебя не приживется. В любом случае, у меня были опасения, всегда есть, по поводу того, что я слишком грамотными делаю всяких вот этих шаромык. Но в любом случае, а что еще делать? Выбора нет. Либо о себе не заявлять и ничего не делать. Не воруют у тех, у кого воровать нечего. А если у тебя есть что воровать, всегда будут воровать. Деваться некуда, как говорят. Итак, мы разбирали с вами некоторые печати, которые я озвучила, объяснила. Можете открыть, посмотреть там. Печать черная метка, печать вековуха, родовое проклятие и так далее. Сегодня я с вами буду говорить о такой печати, как адово колесо. Я уже показывала ритуал снятия адового колеса.
Но я сейчас хочу более подробно именно об этой печати с вами поговорить. Что это такое? Дорогие друзья, адово колесо – это возвращение все время к точке отчета. Когда раз в 3 года, раз в 7 лет, раз в 6 лет, смотря с какой периодичностью, у человека все возвращается на круги своя. Неверный муж сбежала, создала новую семью, через некоторое время опять он появляется в жизни. Болезни, избежала болезни, вылечилась, через некоторое время опять появляется. Ну, не те же самые, но снова. Даже катастрофы у человека повторяются. Даже пожары в жизни, аварии в жизни повторяются. Постоянно, с периодичностью. Раз в некоторое время это все сразу наваливается на человека. Человек выгреб, вышел, вот лет 5-6 отдохнул, снова. Это как некая закономерность в жизни человека, и человек не может понять, в чем дело. Вы знаете, в магии не все приписывается специально сделанным порчам или проклятием на смерть и так далее. Не все это дело рук людей, поверьте мне. Есть вещи, которые от человека не зависят. Так вот, разбирая печати, я не буду говорить порчи, именно как делают порчи и так далее, потому что о порчах много сказано, я и сама показывала вам некоторые порчи, да, практикам. Не об этом речь. Порча – это сделанный целенаправленный удар, который направлен именно на разорение, на смерть, на что-то еще, то есть на человека. Но печати, которые есть у людей, с печатями рождаются. И объяснения различные. Я уже каждую печать разобрала, объяснила, откуда оно происходит. И вот сейчас буду объяснять вам, откуда происходит адова печать. Ой, адово колесо. То есть метка, печать, адово колесо. Дорогие друзья, адово колесо может быть у людей. Про 13 число мы уже говорили. Так вот, у этих людей может быть также и адово колесо. Люди, которые родились 13 числа. Адово колесо есть, как правило, у скорпионов. Почему-то, вот очень удивительно, но вот этот знак подвержен вот именно такой печати адово колесо у скорпионов. Очень много в жизни повторяется, постоянно крутится вокруг них. Вот это созвездие скорпиона почему-то вот именно так расположено, что рожденные под знаком скорпиона с большой вероятностью рождаются с адовой печатью. Не все, но 70% точно. Адова печать у людей, рожденных 13 числа, уже говорила. Адова печать может быть у людей, рожденных 6 числа. Адова печать может быть у людей, рожденных в особые черные дни, темные дни. Адова печать может быть у людей, которые родились в своей семье после ухода, то есть после покойника. Год не прошел, и ребенок родился, у него может быть адова печать, потому что год не прошел, и еще эти силы находятся в семье, и тут рождается ребенок уже с этой печатью, он уже с этой меткой рождается. Что такое адово колесо? Адово колесо – это направление в жизнь человека. Да, вот рождается человек вот этого числа, и это день и сильный, с одной стороны, но с другой стороны очень опасный. Если этот человек ведьма, то ей это адово колесо приносит опыт и со временем превращается в нечто другое. То есть это ее способности. Я родилась через 3 месяца после смерти моего деда в нашей семье. У меня изначально адово колесо было в жизни. Потом оно начало уходить. Но это метка, это не порча. Порчу делать на ведьм нереально. Но поскольку я тоже родилась в этой закономерности, у меня тоже это было. Это все крутилось вокруг меня в моей жизни. Но через некоторое время оно ушло, оставив мне опыт. Однако я совершенно другой человек. Но для простого человека это очень мучительно. В отличие от меня, простому человеку не дается такие силы, такие знания, такую помощь, такую охрану, защиту, чтобы это перенести и пережить. У меня своя судьба, судьба ведьмы. Но я тоже родилась под этой меткой.
Потому что в нашей семье год не прошел, как мой дед ушел, и родилась я. И основное количество людей, которые в семье рождаются, где был человек, недавно покойный, да, и год не прошел, у них вот адова печать. Рождаются люди, которые зачаты в определенные месяцы. У них тоже может быть адова печать в определенные годы. Например, ребенок зачатый там в такой-то год, в июне, скажем так, может вполне счастливо прожить, а второй ребенок тоже может быть зачатый в июне, уже другой год под другим созвездием, может родиться с адовой печатью. То есть адова печать называется или печать адово колесо. Почему адово колесо? Потому что оно крутится, крутится и возвращает человека туда же, откуда он начал. Женщина развелась, забрала детей, пошла, от мужа ушла, создала новую жизнь, все, ресторан у нее и так далее. Она знать не знала, что каждые 13 лет у нее адово колесо. Подходит 13 лет, все начинает рушиться. Бизнес остановился, ничего нету, ничего не продвигается, просто с ума сойти, не знает, куда идти, какие двери стучаться. Началось у нее адово колесо. Не все объясняется порчами, проклятиями и так далее. Но самое интересное, что всегда проклятые люди, как это некрасиво, неприятно не звучало, они притягивают проклятых людей, проклятые события в свою жизнь. Поэтому все, что потом происходит в жизни человека, это следствие того, с чем этот человек родился. Вот он родился с этой меткой, и с этой меткой будет притягивать к себе людей. Практически такой же тип, такой же уровень людей, который он сам. Люди с адовым колесом могут быть очень талантливые, очень пробивные, очень старательные, они трудоголики во многом. Но это никак не дает им возможность вылезти из этого состояния. Вот они только вздохнули, только вот в течение года-полтора с этим всем боролись, это все закончилось, они все успокоились, обрадовались и зажили. Через несколько лет та же ситуация, точно такая же повторилась. Одинаково. Так вот, адово колесо может быть у людей, которые родились под определенным созвездием. Адово колесо бывает у большинства, не у всех, у большинства скорпионов. Адово колесо бывает у людей, которые родились 13 числа, 6 числа. Адово колесо бывает у людей, которые родились в определенные черные праздники, черные дни, даже если мы об этом не знаем, но это в язычестве считалось такими темными днями, когда открывались определенные порталы, и рожденный ребенок уже автоматически брал на себя некоторых сущностей, которые всю жизнь его мучили. Адово колесо может быть наказание роду, может быть наказание родителям. Адово колесо может быть у девочек, рожденных у матерей, которые увели мужчину. Учтите это. У них может быть адово колесо. Они могут родиться и зачаться в то время, когда крутится адово колесо. Это закономерность. Мы не все можем объяснить вам. Почему, как, что. Мне иногда говорят, а вот обязательно вот взять там черную ткань. А что, нельзя вот, например, у меня там дома есть платье черное, я его разрежу, не одеваю. Я говорю, если бы было можно, я бы вам сказала. Но раз я вам говорю, что нельзя, значит, этого нельзя делать. Ну, а какая разница? А почему нельзя? Не могу вам объяснить все, почему и как. Вот так положено, вот так принято, мы так делали. И так продолжаем делать, понимаете? То есть это нереально объяснить. Не все можно объяснить, не все можно понять, не все вот так надо и все. Вот то же самое. Происходит так. Так есть. Мы просто говорим вам факты, что на самом деле происходит в жизни человека, у которого печать адово колесо. И как распознать печать адово колесо. Печать адово колесо так и познается. Но, естественно, тут нужно ясновидение, чтобы человек видел это адово колесо. Но, как правило, у них определенные, скажем так, схожие ситуации у людей, у которых адово колесо. Они очень пробивные, они не живут бедно, но и не живут богато, они живут средне. То есть они себе на жизнь добывают все. Основная их беда
это моральные страдания, основная их беда – это одиночество, основная их беда – это сплетни вокруг них. Вот были у них друзья вокруг этих людей, да, вот они поняли, что это не настоящие друзья, перестали с ними общаться. Все, казалось бы, все нормально, но через некоторое время новая партия друзей, с которыми они сходятся, начинает общаться, точно так же себя ведут. Люди с адовым колесом постоянно делают большие траты, постоянно тратят никуда. Люди с печатью адовое колесо бывают обмануты мошенниками, например, отдают там деньги, а квартиру не получают. Да? Люди с печатью адовое колесо постоянно делают какие-то непредвиденные расходы. У них всю жизнь берут у них либо деньгами, либо нервами, либо физиологически, там, болезнью и так далее, да, вот этими энергиями. Но вокруг них находятся силы, которые слабеют некоторое время, а потом опять активизируются, и снова человек возвращает то самое состояние, из которого он вышел и спасся. Не факт, что они, то есть адово колесо будет повторяться, например, только через 6 лет. Нет, у кого-то каждые 6 лет, у кого-то каждые 3 года, у кого-то каждые 13 лет и так далее. Но чаще всего через 3, 6 и 13 повторяются они. И если у человека вот закономерно есть вот 6 лет, у него обязательно через 6 лет это повторится, не раньше. Люди с адовым колесом иногда принимают, например, свои вот эти бедствия за что-то другое. Я знала женщину, которая похоронила 4 мужей. Вот она жила с ними где-то лет 10-11, и они умирали. Выходила еще раз замуж. Здесь вот так вот последний раз, ей уже было за 60, опять она практически вот после столького лет жизни похоронила мужа. И она говорила, что вот, вы знаете, я посмотрела печать черной вдовы, и мне кажется, что я вот именно к этому подхожу. Я говорю, нет, вы не к этой печати подходите, не к этой метке. У вас как раз адовое колесо, потому что печать черной вдовы, понятное дело, к ним вообще мужчины там не приходят особо в жизни. Они так замуж-то и не могут нормально выйти. Живут с кем-то, встречаются и так далее. Ну так, похоронят одного-двух и все. А когда у вас постоянно периодически 11 лет живете и хороните человека, это адово колесо. И самое страшное, хочу вам сказать, что эти люди заражают этим проклятием других в том числе, понимаете? Если они оставляют это у себя, и если они от этого не избавляются, после 40 лет они этим адовым колесом заражают всех, кто к ним приближается. То есть замуж ли они выходят, или встречаются ли, у мужчины этого начинаются проблемы. Он рано или поздно начинает подозревать что-то неладное, бросает их. В них влюбляются, они красивые, очень интересные, очень притягательные дамы или мужчины, неважно. Но через некоторое время такие несчастья случаются в жизни человека, что он уже боится быть рядом с этим человеком. Он предпочитает уйти и страдать, но лишь бы подальше, потому что несчастье начинает сыпаться, как из рога изобилия. То есть адово колесо до 40 лет еще терпимо. После 40 лет очень тяжело с этим жить. И тем людям, которые вокруг них, и этому человеку в том числе. Например, человек сидит, пьет чай, ничего тебе не говорит, ничего не обижает, но ты не можешь с ним рядом находиться. Вы знаете, наше тело нас не обманывает. Если мы после разговора с человеком чувствуем себя плохо, у нас головокружение, головные боли и так далее, есть такие люди, которые вроде нам ничего плохого не сделали, но после них мы себя чувствуем плохо. И мы начинаем избегать встречи с этим человеком. Позвонит, я к тебе зайду. Ой, ты знаешь, я вот собираюсь куда-то выйти, сейчас вот не могу. Мы избегаем всячески, не понимая этого, почему нам плохо рядом с этим. Вроде ничего не делает, у нас и чувство вины есть как-то, да, и неудобно перед этим человеком. Но не хотим мы все, вот не тянет нам туда. Наше подсознание нам дает определенные, сигналы. Показывает и говорит о том, что с этим человеком не очень хорошо быть, что от этого человека идет очень так фонит отрицательной энергетикой, которую ты заражаешься, и тебе поэтому кажется потом, что ты выжатая. Очень может быть, что у этого человека точно именно печать адового колеса, собственно говоря. Вот вам еще одно разъяснение, которое
я думаю, что будет полезно и для простого человека, и для практикующего человека. Потому что ведьма, еще раз говорю, дорогие друзья, вообще любой практик, это не просто, знаете, приворожу, подсушу, там погадаю, посмотрю. Это еще и, не постесняясь этого слова, великий философ. Это еще психолог, это еще человек опытный, это человек, врачеватель души, знающий все чуланы, все потайные углы вашего подсознания. Только такой человек, который изучил, понял все эти аспекты магии, может понять, увидеть и помочь на самом деле. Потому что одними гаданиями, одними просмотрами, одними, извините, этими присушками и всякими там любит, не любит, как бы, знаете, счастлив не будешь, потому что в этой жизни, кроме постельных отношений, есть еще другие отношения, более вечные вещи, которые, из-за которого человек, собственно, приходит в этот мир. Кроме первобытных животных инстинктов, у него еще есть душа, у него есть еще потребности, моральные потребности. Еще человек создает династию, да, после себя, детей. Он должен создать здоровый род после себя и так далее. Для того, чтобы дети, которые от него дальше пойдут продолжать его генетику, были здоровые, достойные члены общества, человек сам сначала должен себя спасти, привести в порядок, для того, чтобы суметь воспитать нужное поколение. Неважно, родные дети, взял он этих детей, или просто в этот мир пришел, скажем, учит чужих детей, да, и оставляет после себя творчество, знания. В любом случае, чтобы кому-то что-то дать, надо сначала себя спасти, для того, чтобы то, что ты хочешь сделать, дало какие-нибудь плоды. Иначе смысла нет в этом всем, скажем так. Вот еще одно объяснение, еще одной печати или метки, с которым человек рождается. И почему так происходит? Вот есть некоторые объяснения. До конца никто никогда не сможет понять. Когда я читаю иногда книги, которые объясняют, например, как являются к нам бесы, как являются ангелы, не знаю, еще что-нибудь, какую-нибудь бредятину, мне просто смешно. Знаете почему? Потому что мы можем только предположить. Мы не можем со стопроцентной гарантией и уверенностью говорить о том, кто это был. Иногда темная сила может принять облик такой светлой силы. Иногда может темная сила принять облик вашего родственника, матери, отца, еще кого-нибудь, что вы даже не поймете. Ведь они знают о человеке все, о его жизни в том числе, о его привычках, обо всем. И они могут очень легко обмануть любого человека. Поэтому вот эти стопроцентные гарантии о том, что там есть, как происходит, мне лично смешны. Если бы один оттуда вернулся, рассказал, я бы ему поверила. Вот то же самое касаемо здесь. Все, что я вам говорю, это опыт многих поколений ведьм, колдунов и так далее. И тот человек, который хочет изучить, который хочет в своей профессии быть асом, который свою жизнь не хочет посвятить каким-то интрижкам, сплетням, дешевым вещам, а развитию своему как ведьма, да, такой человек всегда найдет ответ на очень многие вопросы, потому что изучает. И вот опираясь на опыт более древних поколений, которые были, на более древние рукописи, рассказы о ведьмах. И вообще между строк умеющий читать те же заговоры и так далее, делает очень много выводов и понимает, откуда что берется и как с этим бороться. И вот я начала подразделять эти метки и печати, и они действительно так и есть. Я думаю и надеюсь, что это пригодится профессионалам действительно, потому что такие вещи, понимаете, не везде найдешь, не везде прочтешь, не везде все собрано специально, чтобы те, которые практикуют, могли некоторые вещи объяснить и себе, и другим в том числе. Так вот, я помню, когда Генрих Шлиман, я читала, извиняюсь, не его помню, а Шлимана читала, когда источник, да, его биографии, когда его спросили, что как же вы нашли Трою? Он сказал: я нашел Трою, потому что все, что я знал, я получил, стоя на плечах титанов. Его тогда не поняли, о чем он говорит, а потом он объяснил, что я нашел Трою, следуя сведениям археологов, историков, которые жили до меня. Так вот,
стоя на плечах титанов, я увидел больше, да, дальше. И смог найти это. Это местность, этот город и так далее. То же самое, когда спрашивают, а вот как вы узнаете, откуда вы знаете, откуда вот у вас столько информации, сведений. Я всегда говорю, я тоже стою на плечах титанов. До меня были титаны магии. До их силы нам очень далеко, очень далеко. И вот стоя на плечах этих титанов, мы можем очень много узнать. То есть мы опираемся на те знания, которые до нас были открыты, да, до нас были объяснены. И мы вот берем за основу их знаний, делаем выводы и понимаем многое сегодня. Как, что, откуда берется, почему, как это снимается и так далее и тому подобное. Для того, чтобы знать противоядие, надо знать яд. Невозможно, не видя ситуации, не понимая, чем человек страдает, невозможно ему помочь. Согласны? И вот подразделение порч, проклятий, меток и прочее помогают нам помочь людям. Помогает нам распознать это все и объяснить человеку, откуда что берется. В принципе. Я надеюсь, что эта информация будет вам полезна. Всего хорошего.